домой, пока не засохла. Музыканты посвящают ей залипательные песни, скульпторы создают из нее настоящие розовые шедевры, а некоторые герои мультфильмов вообще полностью из нее состоят. Жвачка является не только мега популярным способом освежить дыхание, хлопнуть большой пузырь или испортить подошву нового кроссовка. Это еще и неотъемлемый элемент поп-культуры. Сложно не полюбить жвачку, ведь она бывает буквально на любой вкус. Лавы сделал стимарл, центр шок, бомби, бомдуйка, пупу, малабар. Привет! Джуси, фрут, даблмин, спирменты, типи, тип, бумер, эклипс, Дональд Дак, хуба, буба, базука и педро, и турбо, биг бабл, даткин, сигарета. Жвачка в ее современном понимании была изобретена в конце 19 столетия. Брендом типа Juicy Fruit и Spearmint отвригли уже по 100 с лишним лет. Хотя березовую смолу у нас жевали и задолго до этого. Вполне возможно, что еще даже динозавры жевали свой аналог жвачки, но этому сложно найти подтверждение. Будем надеяться, что хотя бы вымерли они не из-за нее. А то, говорят, глотать ее дело опасное. Наши соотечественники про забугорные бубль-гумы впервые услышали только в 50-х, когда Советский Союз решился приподнять железный занавес, изолирующий страну от капиталистического Запада. В Москву на Всемирный фестиваль молодежи съехались люди со всей планеты, а наши предки впервые узнали, что такое мир, дружба и жвачка. И джинсы. И рок-н-ролл. Тогда советские стиляги и форцовщики принимаются нелегально завозить и перепродавать диковинные и дефицитные импортные товары, в том числе и жвачку. Советская власть была не в восторге от так называемого поклонения Западу, так что все атрибуты американцев подвергались идеологическим гонениям и запретам. Но один раз попробовав заграничные приколюхи, молодежь уже не могла забыть их вкус. Были попытки производить наш суровый ответ бубль-гуму на фабриках в Эстонии и Армении, но все это было не то. Жвачка с каждым годом превращалась во все более желанный запретный плод и в конце концов даже спровоцировала трагедию. В марте 1975 года в Москве состоялся товарищеский матч по хоккею между юниорской сборной СССР и командой из Канады. Иностранцы раздавали зрителям халявную импортную жвачку от спонсоров, из-за чего в конечном итоге произошла лютейшая давка, в которой погиб 21 человек. Это трагическое событие привело к переосмыслению ситуации с производством жевательной резинки, так что за дело взялась мощная московская фабрика Ротфронт, представившая народу мятную, апельсиновую, малиновую, клубничную и даже кофейную резинку. Если эстонская была слишком твердой, то это оказалось наоборот слишком мягкой. Вкус терялся буквально через пару мгновений, пузыри не надувались, а ценник сильно кусался, да и вообще, найти ее было очень сложно. Дефицит. На безрыбье из ближайших стран народной демократии привозили все, что было хоть немного приличнее этой резины. Из Польши доставляли жвачку Лёлик и Болик, из Югославии жевательные сигареты, а из Болгарии вообще приезжали девки, что буквально переводится как жвачка. Дети, да и взрослые быстро пристрастились к жевательным резинкам. Импортная продукция стала предметом культа среди подростков. Одну резинку могли жевать всем классом, и это не преувеличение. Дыхни. Нормально дыхни. Апельсиновая. Ну-ка давай ее сюда. Я ее 3 дня живу. Ну что, и мы пожуем. Но больше всего народу нравилось коллекционировать вкладыши с яркими картинками. Эти красочные обертки были для школьников ценнее любой валюты. Коллекция редких вкладышей и сегодня вызывает лишь уважение, да и коллекционируют нынче не только бумажки и фантики, но и сами жвачки. В запечатанном виде их стоимость может шокировать неподготовленных. Эх, что может быть круче вложений во вкладыши от жвачек? Да на самом деле много чего, например, вложение в свое образование. Смотреть видосики на ютубе и потреблять прочую жвачку для мозгов — это прикольно, но эй, ты случайно не мечтаешь стать программистом? Потому что сейчас как раз самое лучшее время воплотить мечту. Образовательный портал Geekbrains запускает бесплатный онлайн-интенсив «Основы программирования» для тех, кто хочет с головой нырнуть в сферу IT, но не знает, с чего начать. У вас будет возможность задать опытному преподу любые интересующие вопросы по теме. Интенсив будет проходить в режиме онлайн и подойдет даже новичкам, которые только делают свои первые айтишные шаги. Всего 2 часа, и вы напишите свою первую программу, которую можно будет повесить в рамочку на холодильник. Переходи по ссылке в описании видео и регистрируйся прямо сейчас. Жевательная резинка на любой вкус. Трекс «Поцелуй без сахара». В последние годы существования Советского Союза ситуация с жевамбой кардинально изменилась, что и понятно. Распад страны повлек наводнение рынка всевозможной продукции с Запада. Ну и чё? Жвачку массово завозят со всего мира, а отечественный товар при этом сходит на нет. Уже из Голландии к нам попадают разноцветные Дональды с небольшими вкладышами в виде комиксов. Из Испании поступают тонны Данкинов разных серий, от Терминатора до Mortal Kombat. А из Турции завозят турбо с сотнями изображений навороченных иномарок и, конечно же, сочнейшую Love Is с мультяшной парочкой и цитатами о любви.
Кстати, мини-комиксы Love Is появились еще задолго до жвачки, в начале 70-х. Героев придумала художница Ким Касали, рисовавшая по фану на салфетках милые сценки из бытовухи с мультяшными и обнаженными версиями себя и своего парня Роберто. Без интима. У пацана даже сосков нет. Когда они поженились, Роберто предложил супруге превратить эти забавные почеркушки в нечто большее. Их стали публиковать в газетах, и в итоге они набрали весьма неплохую популярность. Вдохновением для зарисовок продолжала выступать личная жизнь самих молодоженов. В стрипах начали появляться сначала домашние животные, а потом и их дети. Правда, в реальном мире это были два мальчика, Стефано и Дарио, а в комиксе одному из них пришлось сменить пол. В наши дни, конечно, эти комиксы сложно назвать жизненными. Многие сюжеты выглядят диковато, зато показывают во всей красе, что 50 лет назад считалось так называемой любовью. Типа, любовь — это сохранять спокойствие, когда он наследил на твоем чистом полу. Любовь — это когда он делает, что ему хочется, и ты тоже делаешь, что ему хочется. Любовь — это запрещать ей надевать мини-платье, а также разрешать ему тусить с мужиками в стрипушнике. Любовь — это выносить мусор... Надеюсь, в контейнере не его подружка. Знаете, тут несколько лет назад в Дагестане выпустили халяльный аналог жвачки Love Is с вкладышами про мусульманское счастье, и они даже поприличнее будут в чем-то. Так или иначе, дела у Ким шли классно. Комиксы и мерч с персонажами приносили очень хорошие деньги, и вместе с мужем они уже строили планы завести еще одного ребенка. Однако в 1975-м у Роберто диагностировали неизлечимую стадию рака яичек, что сильно потрясло Ким. У художницы стало банально не хватать моральных и физических сил на новые комиксы. Все свободное время уходило на поиски лекарств и уходом за любимым. О третьем ребенке тоже пришлось забыть. Чтобы на фоне горя не терять прибыли и продолжать радовать читателей, Ким нанимает британского художника-карикатуриста Билла Эспри продолжать работу над Love Is за нее. По контракту Билл при этом должен подписывать картинки ее именем. Иллюстратор впервые раскрашивает и одевает персонажей. Именно в таком виде они в итоге и появятся на вкладышах жвачки. Именно Эспри рисует эти комиксы и по сей день. Каждый день по комиксу, кроме воскресенья. Муж создательницы Love Is, Роберто, умер в 76-м, когда ему был всего 31 год. И это событие нашло отражение в том числе и в оригинальном комиксе. Несмотря ни на что, мечте Ким о третьем ребенке было суждено сбыться, но уже после смерти мужа, благодаря замороженной семенной жидкости и искусственному оплодотворению. Мультяшной девочке пришлось сперва попрощаться с любимым, а спустя некоторое время снова воссоединиться с ним, пускай уже и на том свете. Художница умерла в 1997-м. Примерно тогда комикс наконец дошел и до России в виде ярких вкладышек жвачки, и вряд ли кто-то мог подозревать о его трагических истоках, учитывая, насколько запутанным получился его путь. Посудите сами, турецкая жвачка с американскими комиксами от новозеландской художницы и ее любви к итальянцу, который рисует англичанин. Жвачка при этом обрела культовый статус в России. В 2000-х жвачка в России уже не была чем-то дефицитным. Рынок заполонили стимролы, диролы и орбиты без сахара. Кстати, во времена Второй мировой орбит, наоборот, содержал в составе кучу сахара и считался антикризисной дешевой резинкой. Ну, да не суть. В нулевых была уже другая война. Рекламная война забугорных брендов за российских потребителей, сопровождающаяся пиаром разной степени изобретательности. Кто-то привлекал к делу стоматологов, которые на камеру разжевывали, что орбит полезен для зубов. Кто-то заставлял вас представлять, будто вы орально овладеваете женщинами, забрасывая в свою вонючую пасть подушечки дирол. А кто-то вообще просто снимал на камеру отморозков. Отморозки в поисках ледяной свежести. Вообще забавно, раньше молодежный сленг формировала реклама, а не мемчики из интернета. Ставь айс, если согласен. К слову, Steamroll как-то незаметно сняли с производства пару лет назад. Не то чтобы большая потеря, но, как говорится, земля пухом. Куда обиднее за другие жвачки. Бумер, Хуба-Бубу и Малабар, на которые нас с самого детства подсаживали и которые тупо взяли и как будто бы одновременно исчезли с прилавков. Уж Бумер можно было бы и перезапустить. Там для актуальности нужно всего-то одну букву поменять. Бумер был крутой жвачкой родом из Испании с резиновым растягивающимся мужиком в синем спандексе на обертке и в рекламе. Продукт пропал примерно тогда же, когда появился Pink Guy, и, возможно, эти события как-то связаны. Несмотря на страну происхождения, особую популярность Бумер внезапно обрел в Индии и Малайзии. Вроде как, только там жвачку можно найти в продаже и по сей день. Еще Бумер до сих пор продается в Китае. Только это не совсем Бумер. Китайского брата зовут Тата, а щеголяет он в костюмчике красного цвета. Любимая жвачка коммунистической партии, не иначе. Хуба-Буба. Жвачка из США, причем на английском языке ее правильное произношение названия звучит как Хабба-Бабба.
В России ее активно продвигали в начале нулевых, и я тогда был просто без ума от таких вкусов, как ядерное яблоко и великолепная вишня. Они были в меру кислые и офигенно сочные, и огромные пузыри дулись на ура, не прилипая к лицу. Эх, старость! Для рекламы сперва использовали старые мультяшные ролики из 80-х о жвачных похождениях Хубы и Бубы, двух пузанов-братанов, которые унижали конкурентов и решали любые проблемы, надувая гигантские пузыри. Были бы они сейчас, может, и с кредитным пузырем помогли бы. Позже в дело вступила пластилиновая команда Хуба-Буба 5. Хуба-буба 5! Я очень долго думал, что пятерка в названии означает, что это пятая сюжетная часть рекламы или типа того, но нет. Это название команды Хуба-Буба 5. Раз, два, три, четыре, пять. Их 5. Озорные подростки, устраивающие с помощью этой же жвачки дебош и дестрой на каждом своем шагу. Причем этим панкам даже менты были нипочем. Resident Evil 5. Тогда же в каждой пачке можно было найти хулиганские наклейки на актуальные темы, типа «Я супер диджей» или «Давай смситься», ну или «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Если я не ошибаюсь, именно Хуба-Буба впервые запустила в России тренд с надувной лентой, жвачкой в виде рулетки. Сегодня можно без особых проблем найти ее аналоги, но и импортный оригинал порой завозят как рулетку, так и стандартную Хуба-Бубу. В самой же России под названием Хуба-Буба выпускают только омывайку для авто. Пузыри через распылители при этом, к сожалению, не выдуваются. Основным конкурентом Хуба-Бубы был Малабар, тоже по несколько жвачек в упаковке и тоже нереально ароматно и сочно. Если у Хуба-Бубы была наклейка в подарок, то тут раздавали офигенные татухи, причем сразу по 4 штуки. Купив пару пачек резинки, можно было забить себе весь рукав, как будто ты какой-нибудь Оливер Сайкс. Маскотом Малабара был лис, который как барыга преследовал детей, лепил на них свое сектантское клеймо и подначивал их сунуть в рот какую-то кислоту. Куда пропал Малабар сегодня? Вопрос к ГНК, по всей видимости. Вообще, жвачка Малабар и сегодня продается во Франции, но это совсем не похоже на то, чем торговали у нас. Либо для России был придуман эксклюзивный персонаж, либо это какое-то удивительное совпадение названий. Это точно не кошачий корм? Единственное, что в 2000-х, несмотря на полное отсутствие рекламы, обходило по популярности все эти бумеры, это жвачки по рублю, причем чистокровного российского производства. Я говорю про Дуйку, фабрику К-Артель и их многочисленные серии дешевых жевательных резинок. Конечно, по качеству они даже и близко не стояли к Хуба-Бубе и зачастую просто рассыпались во рту, превращаясь сначала в порошок, а потом в невнятную липкую массу. Но эй, зато всего за рубль. Да еще и с вкладышем или наклейкой. Как ни странно, К-Артель и сегодня продолжают выпускать дешевую жвачку, хоть по рублю их, конечно, уже и не купить, ибо инфляция. Но зато с ценой и качество слегка подскочило. К тому же именно силами К-Артель в России возобновлено производство старой доброй турбо. Короче, ностальгия это прикольно, но не стоит близко к сердцу воспринимать исчезновение, прости господи, жвачек. К тому же на замену старому, как правило, всегда приходит что-то крутое новое. Типа, блин, камон, недавно я обнаружил существование яблочной жвачки с Риком и Морти, и она оказалась на голову выше моей любимой Хуба-Бубы из детства. Еще и леденцы с татухами откуда-то внезапно всплыли, видите, все не так уж и плохо. Россия будущего будет прекрасна, нет поправкам. Пишите в комментике, какая у вас была любимая жвачка в детстве, и низкий поклон.